Лучший аромат, которым можно наполнить дом в холодные осенние и зимние дни – это аромат шоколада. А поэтому для этого видео я подготовила 3 очень простых, быстрых, повседневных рецепта для уютнейших вечеров. Аромат какао – это именно то, что согреет и подарит хорошее настроение. Продолжайте смотреть, и будет очень вкусно! Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Конечно же, шоколад – это вкус вне сезона. Есть рьяные поклонники этого ингредиента, и какой десерт ты мне предложи, они выберут именно шоколадную вариацию. Но как только становится меньше свежих фруктов, меньше свежих ягод, нам все меньше хочется освежающих вкусов и все больше каких-то насыщенных, глубоких, согревающих и таких вот с жирненьким подтекстом. Как раз под такое осенне-зимнее настроение я и создала сегодняшнюю подборку рецептов. Все они объединены ароматом какао, который будет разноситься по вашему дому, и вам точно будет очень вкусно. Я приготовлю шикарные, очень насыщенные по вкусу шоколадно-ореховые кексы, у которых очень интересная текстура. Они слегка хрустящие снаружи и влажные, насыщенные, маслянистые внутри. Еще будет нежный кремовый десерт под крем, а также очень удобная заготовка для густого пряного какао. 1 минута и согревающий напиток уже в вашей чашке. Первыми готовлю насыщенные ореховые кексы финансье с какао. У них плотная корочка и очень нежная, влажноватая, приятно маслянистая серединка, а аромат такой густой, что небольшая по размеру порция – идеальный вариант. Сочетание орехового вкуса и аромата темного жирного какао от Dr. Edgar – это потрясающе. В основе теста также немного муки и разрыхлитель, сахарная пудра, топленое масло и белки. Желтки я использую в следующем рецепте. Полный список ингредиентов с граммами я оставила в описании под роликом. Первым делом я измельчаю орехи. Отправляю орехи в комбайн. Сразу всыпаю муку и какао. Измельчаю смесь. Мука и какао-порошок не дадут орехам начать быстро выпускать масло, и они хорошо измельчатся, не перебившись в пасту. Если у вас есть ореховая мука, можно использовать ее. По классике финансье готовится на миндальной муке, но на шоколадном фоне грецкий орех или фундук будут работать лучше. Вот такая рассыпчатая смесь получилась. Высыпаю ее в миску, где буду замешивать тесто. Всыпаю немного соли для баланса вкусов. Добавляю разрыхлитель. Всыпаю сахарную пудру и перемешиваю ингредиенты до равномерного распределения. Вливаю белки. Перемешиваю тесто до однородности. Оно получается вязким. Растапливаю топленое масло в микроволновке. У меня домашнее топленое масло. Можно использовать и сливочное, но с топленым будет лучше. Перемешиваю тесто, чтобы масло полностью соединилось с основной массой. Посмотрите, какая текстура получилась. Это просто праздник. Аромат благодаря какао от Dr. Edgar просто волшебный. Когда-то давно я делала обзор какао, и этот порошок мой фаворит уже много лет. В супермаркете я специально купила все виды, которые были, и тестировала их. На моем сайте есть статья об этом опыте. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Распределяю тесто по формочкам для кексов. Я слегка смазала ячейки растительным маслом. Теста хватает ровно на 12 штук стандартного размера. Выпекаю кексы при 220 градусах в течение 14-16 минут в стандартном режиме вверх плюс низ. Эти кексы вкусны и сразу после выпечки, а также они прекрасно хранятся в течение 2 недель. Главное поместить их в контейнер или замотать в пищевую пленку, чтобы они не высохли. Следующий десерт нежный и кремовый под крем. Дословно горшочек с кремом. Этот десерт нечто среднее между крем-брюле и фланом. Это очень вкусно и нежно. В нем-то я и использую желтки, оставшиеся после предыдущего рецепта. Также у меня тут 2 цельных яйца, сахар, жирные сливки и вода, либо сливки 20% и темный какао-порошок от Dr. Edgar. Список ингредиентов есть в описании. Сперва я буду темперировать желтки и яйца. Для этого в сотейник отправляю какао и сахар. Перемешиваю. Так как этот какао-порошок жирный 20-22%, он привнесет максимум аромата. Вливаю воду, слегка перемешиваю. Вливаю жирные сливки и отправляю смесь на огонь. Время от времени помешивая жидкость, довожу ее практически до кипения. Параллельно в глубокой миске взбиваю венчиком яйца с желтками. Вливаю тонкой струйкой горячую шоколадную смесь, непрерывно перемешиваю массу. Так желтки и яйца не свернутся.
Теперь на дно глубокого противня я отправляю бумажные полотенца, чтобы формочки не стучали по дну. Помещаю в противень формочки, если же их нет, используйте керамические чашки, мои объемом 250 мл. Разливаю смесь по формочкам. Вливаю в противень кипяток, чтобы создать водяную баню. Отправляю десерт в духовку, разогретую до 150 градусов на 20-25 минут. Подокрем готов, когда серединка дрожит. Я остужаю десерт на холодной водяной бане, и он готов. Так быстрее всего. Можно просто дать остыть при комнатной температуре и выдержать в холодильнике часа 3-4. Третий рецепт – моя любимая заготовка для насыщенного пряного обволакивающего какао. Благодаря тому, что тут уже есть специи и немного кукурузного крахмала, напиток получается чуточку гуще. Он задерживается на языке дольше и дарит тепло, но при этом на кисель он похожим не будет. А то, что в составе есть сухое молоко, позволяет готовить его и на молоке, это максимально нежный вариант, и просто на воде, когда молока нет дома. Список всех ингредиентов в описании. Готовлю специи. Сперва разбиваю коробочки кардамона и извлекаю из них зернышки. Растираю их в ступке. В миску всыпаю темный какао-порошок от Dr. Edgar. Всыпаю крахмал. Добавляю сухое молоко. Можно использовать сухое кокосовое молоко для постного варианта или, если есть необходимость, избегать коровьего. Всыпаю специи. У меня тут красный острый перец и корица, а также кардамон. Перемешиваю смесь ложкой. Теперь я дважды просеиваю смесь через сито, чтобы максимально разбить комочки и ингредиенты смешались более тщательно. Перекладываю смесь в банку для хранения, чтобы туда не попадала влага. Заготовка для холодных вечеров готова. На порцию я беру ложку с большой горкой смеси, добавляю воду или молоко, довожу смесь на плите до кипения, помешивая. Варю минутку и какао готов. Очень быстро, просто и вкусно, и согревает невероятно. Для одного из своих следующих роликов я подготовила рецепт потрясающе нежного и воздушного шоколадного мусса. Так что если на мой канал вы еще не подписаны, исправляйте это и нажимайте на колокольчик, чтобы этот рецепт не пропустить. Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, оставляйте свои приятные комментарии и поделитесь, какой десерт с содержанием шоколада или какао для вас самый любимый. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная».